Здравствуйте, уважаемые любители шитья! В нашей группе ВКонтакте приходит очень много сообщений с просьбами помоделировать изделие или показать тот или иной узел. Сегодняшний урок будет видеоответ на просьбу одной из наших учениц показать варианты обработки трикотажных горловин. Кстати, если вы еще не являетесь участником нашей дружной группы ВКонтакте, присоединяйтесь, там вы найдете друзей, единомышленников, а самое главное – поддержку. Для этого варианта я сделала вот такой V-образный вырез горловины на футболке. Обрабатывать буду рибаной с лайкрой. Я отрезала нужное количество мне рибаны. Как рассчитать длину бейки из рибаны, для того, чтобы она хорошо ложилась на горловине, можете посмотреть в уроке «Обработка треугольной горловины», в которой Галина Сергеевна очень подробно на этом останавливается и рассказывает, как правильно определить длину бейки. Я сейчас на этом останавливаться не буду, так как я просто покажу именно варианты обработки горловины. Так как в этой горловине у нас будет переход ширины, то есть из более широкой бейки в более узкую, как раз вот к этому основанию V-образного выреза будут переходить, у нас переход ширины будет. Я отмерила сантиметровой лентой, что вот этого перехода 4 сантиметра сюда к уголку мне будет достаточно. Но это 4 сантиметра только с одной стороны. Поэтому всю остальную бейку я отрезала шириной вот в разложенном виде 5 сантиметров, учитывая припуски. И вырезала два вот таких кусочка шириной 3,5 сантиметра, тоже учитывая припуски. Также я не забыла учесть здесь припуски на соединение этих деталей. Теперь эти детали нам нужно соединить. Также длиной эти кусочки у меня, так как я определила, что 4 сантиметров с одной стороны мне будет достаточно, то в готовом виде они у меня 5 сантиметров. На соединение, на припуски я давала по полсантиметра. Теперь вот эту широкую бейку я заутюжила лицевыми сторонами наружу. Эти тоже заутюжила лицевыми сторонами наружу. Теперь их нужно между собой соединить. Беру широкую бейку и вкладываю в нее вот так лицевыми сторонами, совмещая срезы с этой и с этой стороны, более узкую беечку. И теперь, закрывая именно лицом к лицу широкой бейкой, вот так совмещаю срезы. То есть широкая бейка у нас теперь смотрит на нас изнаночной стороной. Мне нужно их сметать и соединить. Вот здесь построчить на машинке полсантиметра от края, который я давала на припуск. Это я сделаю с этой стороны. И со вторым кусочком я поступаю точно так же. Вкладываю вот так, совмещая все лицевыми сторонами. Накрываю второй стороной бейки. Совмещаю все срезы. И построчу вот здесь на машинке. Я построчила с двух сторон. Должно получиться вот так. Теперь уберу толщину. Срежу припуск немного от узкой беечки. Вот так. И срежу вот здесь уголок наверху, чтобы ничего не мешало при выворачивании. И выворачиваю. Выпрямляю уголки. С одной, с другой стороны. Здесь можно аккуратно ножничками с тупым кончиком вот так аккуратно помочь. И у нас должна получиться сейчас вот такая деталь. Теперь нам нужно эту деталь сшить узкими сторонами. Теперь вот этим узким концом прикладываю к углу выреза, так как у меня будет пришиваться обтачка горловины. И вот смотрю на вот этот выступающий уголок и продолжаю как бы прямую линию сгиба. Вот так. Это можно вот так отрезать. Припуск у меня здесь учтен. Вот так. И точно так же прикладываю вторую сторону. Вот так. И равняю по первой. Вот так. Получаются у нас вот такие высеченные уголки. И теперь, складывая лицом к лицу, вот так,
я соединю их на машинке. Вот так соединила. Срезаю вот здесь припуски. Швы в разутяжку. И складываю. Вот такой уголок должен получиться. Теперь его можно пришивать к изделию. Прикладываем наш уголок к вырезу. Вот таким образом. Для начала на машинке построчу немного. Затем рассеку здесь уголок, разверну обтачку, также пришью на машинке, а уже потом распределю по горловине и пришью на оверлоке. Эту операцию я покажу более подробно на следующем варианте горловины. Я пришила бейку к горловине, и вот такая обработка у меня получилась. В этом варианте горловина тоже будет треугольной, но обработка будет немного отличаться. Я сделала вырез, и в этом вырезе обязательно нужно соблюдать, чтобы угол у вас уже в готовом вырезе, в развернутом виде, вот здесь был четко 90 градусов, для того, чтобы в дальнейшем после пришивания бейки из рибаны здесь был четко выраженный уголок. Я определила длину нужной мне бейки рибаны, и для того, чтобы немного разнообразить, украсить изделие, я решила сделать обработку из рибаны, сочетая два цвета. Я половину выкроила фиолетовую, а половину выкроила желтую. И теперь сошью эту бейку, и половинка будет желтая, половинка будет фиолетовая. И вот так от центра к уголку мы придем разными цветами. Ширина моей бейки здесь 5 сантиметров. Кому нравится более узкая обработка, можно выкроить 4 сантиметра ширину этой бейки. Это ширина вместе с припусками. Сейчас я сошью две беечки между собой и покажу, что мы дальше будем делать и как будем обрабатывать. Я сшила два цвета беечки, срезала лишние припуски на уголок и заутюжила всю бейку пополам. Теперь беру за крайние срезы и складываю их вот таким образом, накладывая друг на друга. И вот здесь по краям уравниваю срезы и скалю. В итоге мы получаем прямой угол. Именно поэтому, когда делаете вырез, этот момент тоже нужно учитывать. Теперь разделю бейку на 4 равные части. Здесь у меня серединка отмечена схождением двух цветов. Разделю ее пополам. Разделю, сделаю отметки, и точно так же на 4 равные части я разделю горловину. Я разделила бейку на равные части, поставила отметки, и то же самое сделала с горловиной. Кстати, я показываю уже на собранном изделии. Но когда обрабатываете горловину, удобнее, когда собраны плечевые швы, а все остальное еще не собрано. Так работать будет гораздо удобнее. Но я уже показываю на собранном. Теперь для того, чтобы вшить бейку в этот уголок, мне нужно зафиксировать вот эти срезы, чтобы они потом при пришивании не расползались. Для этого можно сметать, либо проложить на машинке строчку где-то в паре миллиметров от края, с этой стороны и вот с этой стороны. Но прокладывать буду строчку крупными стежками и с ослабленным натяжением, чтобы потом можно было эту ниточку легко удалить отсюда. Вот так я зафиксировала наши срезы. И теперь у нас беечка никуда не денется и не сдвинется. Пришивать бейку к горловине мы будем на верлоке, но для начала нам нужно пристрочить этот уголок на швейной машине. Теперь прикладываем бейку вот таким образом к уголку. Но совмещаем не уголок в уголок, вот так. А не забываем о том, что у нас есть припуск здесь. Припуск у меня 7 миллиметров, поэтому я вывожу за пределы уголка припуск на 7 миллиметров. Вот так. Скалю. Если кому-то сложно держать ориентир, то можно приметать в этом месте. И сейчас построчу. Проложу закрепляющую строчку, но прокладывать закрепляющую строчку буду вот так выворачиваю из центра нашего выреза. Четко попадаю в центр выреза, уравниваю срезы
и прокладываю строчку. Не слишком длинную, просто чтобы сделать четкий уголок. Одну сторону пришили. Вот так пока это выглядит. Теперь нужно пришить другую сторону бейки ко второй стороне горловины. Но уголок вот здесь нам развернуться не даст, поэтому мы должны сделать рассечку четко в центре уголка к строчке, не доходя буквально пару миллиметров. Вот так. Теперь у нас уголок хорошо разворачивается и укладывается. Теперь строчку буду прокладывать, начиная с этой стороны и четко попадая в уголок. Закрепки я сразу не делаю для того, чтобы в дальнейшем себя проконтролировать, вывернуть и посмотреть, что здесь четко выраженный угол получился. Потом выведу ниточки на изнаночную сторону и завяжу. Я спрятала ниточки, сделала закрепки. Вот такой уголок у нас получается. Теперь дальше распределяем бейку по горловине, совмещая с метками, которые уже ставили. И теперь пришиваем на оверлоке. Притачала на оверлоке, отутюжила, и вот такая обработка у меня получилась. У меня футболка достаточно яркая, из яркой пестрой ткани, очень интересный купон, поэтому еще какие бы то ни было декоративные элементы добавлять я не вижу смысла. Если вы шьете футболку однотонную, то можно еще задекорировать, установив на одной из сторон вот такие кнопочки. И тогда обработка у вас получится, как на этом фото. Для такого варианта обработки горловины нам понадобится две бейки из рибаны разного цвета и разной ширины. Одна бейка в развернутом виде шириной 4 см, включая припуски, а вторая бейка будет шире, шириной 6 см, включая припуски. Нужную длину бейки я уже отмерила. Также не забыла припуски на соединение в кольцо. Эту беечку в кольцо мы соединять не будем. И я определила на своей выкройке то, что вот этот цвет горловины, который шире, он у меня будет уходить на нет, и на расстоянии 2 сантиметров от центра переда его не будет видно совсем. Соответственно, от центра переда я здесь отложила 2 сантиметра, поставила метку, и здесь 2 сантиметра и поставила мерку. Соответственно, разница в длине этих беек будет 4 сантиметра. Теперь на той бейке, которая шире, мне нужно прорисовать скругление. Форма этого скругления будет зависеть от того, насколько плавно вы хотите, чтобы бейка уходила на нет. Я вот так примерно прорисовываю с одной стороны плавненько. Сейчас вырежу, сложу пополам и со второй стороной сделаю то же самое. Я закруглила край с одной и с другой стороны. Теперь пока широкую бейку откладываем, и ту бейку, которая у нас уже, нужно стачать в кольцо. Я просто складываю срезы лицевыми сторонами. Вот так. И проложу строчку на швейной машинке. Затем срежу лишние припуски и сделаю припуск в разутюжку. Теперь сшитую в кольцо узкую бейку нужно приколоть к основному изделию. Я разделила ее на 4 части, также разделила горловину, чтобы
четко распределить. Сейчас вколю. Складываю лицевыми сторонами и прикалываю бейку. Далее распределяю беечку. Вот так совмещаю иголочки, натягиваю и прикалываю. Вот так сейчас приколю и пока только приметаю. Я приметала узкую бейку. Вот так сейчас выглядит это. Теперь беру широкую бейку и закругленными концами прикладываю к метке, совмещая срезы. Прикладываю к метке, которую я отмечала от центра переда на расстоянии 2 сантиметров. Вот так совмещаю и сколю. С одной стороны слежу, чтобы бейка правильно ложилась, и с другой стороны. Также я сразу нашла центр на широкой бейке, отметила его и теперь совмещаю с центром по спинке. Вот так. И теперь тоже распределяю по всей горловине. Приколю, и для того, чтобы мне было удобно шить, я тоже приметаю эту бейку, чтобы они никуда у меня не сползали, не убегали. Приметывать буду водорастворимыми нитками. После стирки они растворятся, и сметка никак не повлияет на эластичность шва. Вот так распределяю и приметаю. Я приметала широкую бейку и после этого построчила все вместе на оверлоке строчкой по кругу, как мы обычно пришиваем обтачку к горловине. Вот такой у нас получился вид спереди. И вот так выглядит сзади. Вот такие два цвета. Сочетать можно любые цвета. Единственное будет совет: не используйте рибану, которая очень плотная и толстая, так как здесь получается после пришивания аж 5 слоев ткани. То есть 2 слоя одной бейки, 2 слоя другой бейки, еще и основное изделие. Но у меня рибана очень такая тоненькая, поэтому после пришивания шов выглядит очень аккуратно и толщина здесь практически не ощущается. Вот такие 3 варианта обработки горловины у меня получились. На сегодняшний день, к сожалению, мне нечем закрыть швы по горловине, но урок такой у нас есть. Вы можете посмотреть его на нашем канале. Пользуйтесь, учитесь и шейте с удовольствием. Вот такие несложные, но оригинальные идеи обработки горловины можно использовать в пошиве трикотажных изделий. Желаю красивых работ!